Всем привет! Сегодня я хочу поделиться рецептом своего нового тортика, который я готовила на день рождения своего любимого оператора. Торт очень понравился нашим гостям и нам в том числе, поэтому я с радостью делюсь рецептом и с вами. Торт мы назвали «Сюрприз», потому что готовила я его поздней ночью в подарок. И сразу же хочу сказать, что торт получается просто безумно вкусным, поэтому он сразу же обосновался в наших любимчиках. Готовится он совсем не сложно, и я считаю, что это просто беспроигрышный вариант абсолютно на любой праздник. Тесто замешивается буквально за 5 минут, поэтому я сразу включила разогреваться духовку на 180 градусов и подготовила форму. В муку добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и 1 чайную ложку соды. Соду нужно обязательно добавлять, так как в тесте будет кипяток и какао-порошок, в котором содержится кислота. И просеиваем в миску. Добавляем пол чайной ложки соли, сахар и 1 чайную ложку ванильного сахара, либо щепотку ванилина. И хорошо все перемешиваем. В центре делаем небольшое углубление. Добавляем 3 яйца, растительное масло без запаха и слегка все перемешиваем венчиком. И сейчас как раз можно включить разогреваться чайник. Получится вот такая довольно густая, комковатая масса. Никакой однородности добиваться не нужно, просто вот так слегка перемешать. В какао добавляем кипяток и хорошо перемешиваем до однородного состояния, чтобы не было никаких комочков. Но на самом деле это очень быстро, буквально секунд 20, наверное. Добавляем шоколадную массу и хорошо перемешиваем венчиком до однородного состояния. Это тоже буквально полминутки занимает. Все, как только перемешалось, тесто готово. Оно получается вот такой консистенции. С лопатки ленточка стекает. Переливаем тесто в форму. Размер моей формы 22 сантиметра. Бисквит как раз поднимается на всю высоту, то есть больше, чем в 2 раза. Такое тесто очень любит подниматься бугорком, и чтобы этого избежать, первые 25 минут я пеку при температуре 180 градусов и прикрываю форму фольгой. Укладываю ее блестящей стороной внутрь и делаю несколько отверстий. И через 25 минут я уже аккуратно снимаю фольгу, снижаю температуру до 170 градусов и допекаю еще около 25 минут. То есть в сумме получается примерно 50 минут. Если будете печь без фольги, то тогда времени понадобится меньше. Я думаю, около 40 минут. Бисквит готов, у меня он в сумме выпекается ровно 50 минут. Обязательно проверяйте готовность деревянной палочкой, она должна выходить полностью сухой, без остатков мокрого теста. Вот благодаря фольге он вот так сбоку очень хорошо поднимается, и сверху только такой небольшой горбик получается. А если я пеку без фольги, то тогда снизу он сразу начинает идти горочкой, и получается высота очень маленькая сбоку. Поэтому фольга меня спасает. Но я думаю, что это только особенности моей духовки, так что если хотите, можете попробовать печь и без фольги. Ну еще плюс, благодаря фольге нету такой сверху жесткой корочки. Получается, половину времени он печется под фольгой, и как бы верхушка такая мягкая остается, а потом уже когда допекается, она такая не сильно тверденькая. Все, сейчас оставляем его остыть на минут 10, а потом можно снять кольцо и переложить на решетку. Вот видите, тесто было вот столько налито, а поднялся он в 2 раза. Для ягодной начинки понадобится 400 грамм ягод, можно использовать замороженные, либо свежие, какие у вас будут. Я обычно готовлю этот торт с малиной, но также будет хорошо, например, с черникой, либо вишней. Также понадобится сахар и желатин. Желатин я уже залила холодной водой, чтобы он набух. К ягодам добавляем сахар. Берите по вкусу, потому что ягоды попадаются кислые, сладкие. В общем, регулируйте на свое усмотрение. Ставим ягоды на огонь и доводим до кипения. У меня ягоды замороженные, я их предварительно не размораживала. Если у вас будут свежие ягоды, то тогда проваривать их не нужно, просто измельчите и далее используйте по рецепту. Как только ягоды начнут кипеть, провариваем их 1 минуту и снимаем с огня. Так как в малине есть косточки,
и хочется, чтобы начинка была нежной, я обычно протираю малину через сито. Лучше всего это делать вот такой силиконовой лопаткой. Она хорошо изгибается, и малина быстро перетирается. Получается вот такое однородное, красивое малиновое пюре. Сейчас нужно прогреть желатин, чтобы он стал жидким. Можно аккуратно прогреть на огне, либо в микроволновке. Как только желатин растворился и стал вот такой жидкий, сразу же снимаем с огня, добавляем в малину и хорошо перемешиваем. Сейчас я оставляю ягоды остыть до комнатной температуры и уже перед сборкой торта убираю ненадолго в холодильник, чтобы масса начала схватываться. Остывший бисквит разрезаем на 3 коржа. Верхушку я подровняю, потом пойдет на крошку, чтобы обсыпать бока тортика. Сначала я подрезаю маленьким ножом, чтобы сделать насечки, а потом уже дорезаю большим. Главное его хорошо остудить, чтобы он не крошился. Не кривя душой говорю, что это теперь мой действительно самый любимый шоколадный бисквит. 5 минут замешал тесто, он быстренько испекся и все готово. По структуре он получается очень воздушным, мягким. И вот даже когда трогаешь, чувствуешь, что он такой прям весь влажненький. То есть ему даже никакая пропитка совсем не нужна. Очень классный. Пюре уже остыло до комнатной температуры. И сейчас как раз я уже буду готовить крем. И поставлю в холодильник ягодную массу, чтобы она начала схватываться и густеть. Крем я делаю из маскарпоне, сметаны и сгущенного молока. Но, конечно, по желанию вы можете, например, взять вместо сметаны и маскарпоне просто густую отвешенную сметану. Так как маскарпоне пресный, я добавляю щепотку соли. Все ингредиенты для крема должны быть холодными. Сгущенку я беру всегда хорошего качества, в составе которой только молоко и сахар. Также вместо маскарпоне можно использовать любой другой творожный либо сливочный сыр. Можно даже использовать сыр из кефира, который мы с вами готовили. Ссылку я оставлю под видео, посмотрите, если еще не видели. Также, если вы не любите сгущенку, можете просто заменить сахарной пудрой. Но такой крем, как делала я, получается очень вкусным и нежным. Я сначала взбиваю сыр и сгущенное молоко, а потом уже добавляю сметану. Если хотите, можете сразу все вместе смешать. Сыр и сгущенка хорошо перемешались, и сейчас добавляем сметану. Мне очень нравится кислинка в креме, поэтому я добавляю сметану. Если не хотите кислинку, тогда добавляйте жирные сливки. Сметану я обычно беру 20 или 25%. Сначала добавляю половинку, и потом еще половинку. Нам нравится, когда крема много, поэтому я делаю такую порцию. Если вы любите более тоненькую прослойку, тогда можете смело уменьшать количество крема. Пропорции крема также можно немного менять. Например, взять меньше сыра, но чуть больше сметаны. Либо добавить больше сгущенки. Тут уже как вам нравится. По сладости крем для меня в самый раз. По вкусу он очень напоминает мороженое пломбир. Прям такой нежненький. Обязательно вот так проходитесь по стеночкам, чтобы крем перемешивался и был однородным. Получается вот такой очень нежный крем. Несколько ложек крема я сразу отложу, чтобы завтра украсить тортик. Когда малина уже начала схватываться и стала вот такой консистенции, можно собирать тортик. Удобнее собирать с помощью кондитерского мешка. Если такого нет, тогда берите плотный пакет и срезайте угол. Крем условно делим на 2 части, и одну часть также перекладываем в кондитерский мешок. Торт удобно собирать в разъемном кольце. Если такого нету, тогда берите форму, в которой выпекался бисквит. На первый корж выкладываем пару ложек крема и хорошо распределяем. Как я уже сказала, корж получается очень влажным, поэтому пропитывать его абсолютно ничем не нужно. Делаем срез чуть больше сантиметра и отсаживаем полоски из крема. Чайной ложкой можно сделать такую бороздку, чтобы потом получился ровный слой ягод. И теперь в бороздке закладываем начинку. Накрываем вторым коржом. Можно вот так слегка прижать, чтобы крем улегся. Также выкладываем несколько ложек крема. Также делаем бортик из крема и потом ягоды. Накрываем третьим коржом и
распределяем сверху оставшийся крем. Прикрываем торт сверху пищевой пленкой, чтобы он не заветривался. И убираем в холодильник для стабилизации и пропитки минимум на несколько часов. Я обычно готовлю с вечера, поэтому буду оставлять на всю ночь. Все такое вкусное, что можно смело это все есть по отдельности. А когда это все вместе, то просто, не знаю, для нас это какой-то шедевральный тортик уже получается. Ну, не очень скромно, наверное, выглядит, но так и есть. Тортик, который тает во рту. Ну, мы любим такие тортики, когда много крема, когда он прям такой аж нежненький весь. Тортик-сюрприз. Да. Это для тебя. Да, я сделаю. Большой сюрприз. Весь им сейчас. Ну, тортик такой достаточно большой получается. Один кусочек, и, кстати, он сытный, я бы сказала, потому что вот этот кусочек, который мы отрезали, конечно, одному, наверное, тяжело будет съесть. Почти нереально. Да, тут на большую компанию этого тортика смело хватит. Я не знаю, тут нечего говорить, он просто идеальный. Это просто супер-мега вкусный тортик. Как по мне, сочетание просто бомба. Очень шоколадный, влажный, воздушный бисквит, нежнейший крем, который по вкусу напоминает мороженое пломбир, плюс вот эта кисленькая прослойка малины. Как по мне, такое сочетание просто идеальное. Я даже не знаю, стоит ли тут дополнительно что-то комментировать. Вы просто должны это попробовать, чтобы убедиться сами. В общем, обязательно готовьте, пробуйте и пишите свои отзывы в комментариях. На сегодня у нас все. Готовьтесь с хорошим настроением, а мы вам желаем приятного чаепития.